Ребят, всем здравствуйте! Есть у меня в коллекции вот такая орхидея, которую я, так скажем, недолюбила спустя 3 года, обделяя своей любовью и вниманием. Сейчас вот здесь вот по моей записи я смотрю, что 31 января 2019 года, спустя 3 года, как она у меня здесь находится, у меня добрались до нее руки. Хочу вам сразу сказать о том, что в комментариях мне не пишите, пожалуйста, какая я там плохая, что я виновата и все такое. Да, я виновата. Но, конечно, виновата в плане того, что орхидею можно или нужно было бы пересадить куда-то ранее. Но сейчас я вам поближе покажу и объясню, да, свои действия, то есть бездействие, почему я по отношению к ней решила ничего не предпринимать. Это орхидея сорта черная жемчужина. Вот именно 31 января 2019 года, видимо, они ко мне поступили. И случилось также у мамки гниль на стволе. Вот видите, вот этот пень, это ранее была мамка, материнское растение. Она погибла полностью, и вот даже, наверное, ну не знаю, потом раскопаем позже, посмотрим, погибла окончательно. А вот это детка, которая, ну я не помню уже, если честно, но года 2 есть это точно. И почему я ее, так скажем, недолюбила? Я смотрю, да, за орхидеей, в принципе, не просто же так, что вот поставила и стой ты здесь и умирай. Нет, я ее обязательно поливаю. Я ей корешочки опрыскиваю, стимулирующие препараты даю. И, конечно, за счет вот этих стимулирующих препаратов орхидея молодец и выпустила вот столько огромное количество корней. Для тех, кто не знает, вообще данный сорт черная жемчужина, это благодарный сорт. Она, ребят, у меня есть в коллекции, она цветет постоянно, пышно, и она очень стрессоустойчивая. Что бы вы с ними ни делали, она, насколько я поняла, выживет в любых условиях, что и подтверждает данная детка. Изначально вообще орхидея росла вот сюда вот. У нее было 2 листа, они вот сюда вот выросли, значит, и потом случилось так, что вообще она поменяла рост, она откуда-то там закрутилась, перекрутилась и начала расти вот здесь. Казалось бы, должна сюда уйти, а нет, она начала расти вот здесь. И почему именно сейчас, да, я тоже прихожу к такому мнению, что мне ее нужно будет пересадить. Конечно, можно было бы дождаться и весны. Но я стала замечать по самой деточке, что у нее лист начинает терять тургор. До этого было все хорошо, под моим пристальным наблюдением выживала. Сейчас нет, вот уже листья морщинит. Это говорит о том, что ей становится плохо. Как бы я за ней не ухаживала, ну понятно, ребят, видите, корневая эта система. Как бы она ни старалась ее наращивать, она у нее закукливается. Вот каждый раз то растет, то закукливает, то растет, то закукливает. Конечно, такие тяжело больные орхидейки, необходимо ей будет нам сейчас помогать. А точнее у орхидеи будет пересадка. Я сейчас беру на себя опять же такую ответственность и понимаю, что для пересадки детки вот с такой маленькой корневой системой это будет, знаете, не то чтобы губительно, но риск. Процентов, наверное, 50 на 50 выживет, не выживет. Но и оставлять ее здесь тоже в таком состоянии будет губительно и кощунственно. Либо я ее беру, да, это ответственность на себя и пересаживаю, либо же она просто здесь остается на погибель. Ранее я ей и корешочки ватным диском прикрывала, и в купол ее ставила. В купол можно ставить в пакет, когда нет гнилостных процессов. Ну, всякое разное. Но не хватает все равно ей сил. Ранее ее стабильное состояние меня успокаивало. Но теперь уже медлить некуда. Лена, хватит орхидею мучить. Берись все-таки за голову и начинай ее восстанавливать. Грунт, конечно же, у меня совсем мокрый, весь увлажненный. Я ее и содержала вот в этом болоте, а все лишь потому, что корней от материнского растения их нет. И питать, ну, саму деточку нечего. Мне необходимо было, чтобы вот здесь видно, да, корешочек зеленый, чтобы вода доходила до корней самой деточки. И тем самым, чтобы она хоть как-то имела увлажнение. Видите, внутри посадки до сих пор находится торф-стакан,
который в дальнейшем губит орхидеи. Ну, давайте смотреть. Этот листик я его также удаляю, потому что смысла его держать мне здесь нет. Он вообще, ну, не нужен ей. Ладно, это позже разберем. Давайте смотреть, где мамка, где детка. Мамку сохранять я не буду, это однозначно. Посмотрите, какая ситуация. Орхидея была пнем 3 года. Вот корень твердый. Вот корень твердый. Ну и, собственно, все. Конечно, такую орхидею смысла оставлять нет, даже тот же самый пень. Давайте аккуратно, чтобы мне не повредить корешочки самой деточки. Я аккуратно мамкины корни сначала удалю. Вот этот тоже, наверное, мамкин. Здесь разобраться как-то так сложновато, но тем не менее. И смотрите, какой грунт изначально вообще был. Но понятно, что со временем он разлагается, но тем не менее. Мелкая фракция керамзита. Мелкая фракция археаты. Вот я прям помню, да, и я, конечно, на протяжении всего этого времени 3 года за ней наблюдала. Такая мелкая она и была. Это кора. И почему-то садовник решил, что такой грунт для такой орхидеи необходим. И хотела взять частичку вот этого грунта, как я всегда практикую, беру. А нет, с другой стороны, он ей не нужен, потому что корневая система с грунтом не соприкасалась. И она, грубо говоря, не знает этого грунта, этой микрофлоры. Поэтому без разницы на данный момент, во что мы ее усадим. Вот посмотрите, ребят, здесь все до того перемешалось. Вообще сам пень и детка корнями. Вообще непонятно, что где откуда растет. Ну, конечно, я вижу, что вот где-то в этом месте, опять же, боюсь, что не рубануть бы мне корни у этой деточки. Вот, смотрите, сам стволик, он вот здесь и проходит вот, присоединяется вот в этом месте именно, так скажем, пуповина к материнскому пню. Давайте аккуратненько буду здесь, вот в этом месте, по чуть-чуть отстригать, чтобы мне лишний раз корешочки оставить целыми. Насчет четкости видео не гарантирую, потому что стараюсь смотреть за процессом. Вот и все. Дай бог без потерь. Вот она сама мамка. Сам пенечек. Нет, да сохранять смысла нет, ребят. Вы о чем? Заморачиваться прямо насчет этого пня, ну, я бы не стала. У меня нет столько времени. И все равно со временем это все погибнет в ближайшее. Так, вот эта самая пуповинка, так ее назовем. Это место можно прикрыть даже обычным биопрепаратом. Не нужно использовать Максим. У меня был ранее такой комментарий: Лена, скажите, пожалуйста, в каких местах вы работаете, ну вот Максимом, где-то биологические. Ребят, видите, процесса гнилостного нет. Никакой гнили. Все, что было, уже прошло там даже 2 года назад. Шеечка сама по себе чистая, вот это место среза. Поэтому здесь без опасения можно взять биопрепарат в виде порошка и просто-напросто присыпать. Если бы изначально орхидея, ну вот даже представим фу-фу-фу, на стволе какой-то гнилостный процесс, конечно, здесь все срезаем и обрабатываем уже конкретными препаратами в виде фундазола либо Максим. А просто чтобы присушить и прикрыть, обойдемся легким препаратом. Смотрите, ребят, в моей аптечке есть вот такие биологические фунгициды, которые содержат Subtilus bacillus и Trichoderma viridum. Это тоже содержит Subtilus bacillus, плюс в нем есть, ну там еще вот это вот название, которое и хитозан, интарная кислота. Применять такое я по отношению к этой орхидее не могу, потому что это стимуляторы роста. На данный момент прикрыть место, ну нет, это лучше добавлять куда-то в поливы, в грунты. А вот для места среза, если необходимо, вот он, порошок. Именно Subtilus bacillus, плюс триходерма, тоже замечательный препарат. А это триходерма вириды, которым я бы не советовала применять здесь, потому что он в виде кристалла. Не порошок, а именно кристаллический препарат. Но думаю, что вам понятно. И вот это бактофит препарат тоже, который у меня есть, биологически содержит Bacillus subtilis. Все эти препараты есть в наличии. Обращайтесь, кому нужно.
имейте также у себя в аптечке, потому что случаи бывают абсолютно разные. Так как у меня этот пакет открыт, ну вот я бы на сегодняшний момент применила либо это, либо это. Бактофитом уж до конца его использую. Вот так, ребят, я сюда насыпала, потому что нет времени у меня бегать, когда за всякими чашечками, чашечками, чтобы это все для вас было красиво. По мне так, чтобы это просто-напросто мне прикрыть. Лучше, конечно, всего сделать его в виде кашицы, но поддончик мокрый, я же его здесь промывала от грязи, и вот так прикрывать. Ну не хочет, придется разводить, что ли. Развела здесь, ага. Ленивый платит дважды, как говорится. Все, видите, просто место прикрываем. А есть готовые, Subtilius bacillus называется, фитоспорин М, но он совсем будет жидкий. И место среза лучше всего проработать именно в виде порошкообразном. Далее, ребят, у меня будет такая обработка, но это я убираю все вот эти вот корешочки, которые здесь были когда-то подсохшими. Их, в принципе, немного. Далее, естественно, убираем все чешуйки. Для чего? Когда у вас внутри посадки, ну потом уже в будущем, эти чешуйки, в них может попасть вода. Бывает, что такое, льем воды через меру, и намыкается сам ствол, и в эти чешуйки в будущем начинает попадать вода. И, конечно, провоцирует сам ствол уже потом на гниль. Вот здесь вот видите, ранее когда-то корень пророс сквозь вот эту вот чешуйку. И мне, чтобы корень, если начну так отдирать как есть, я сломаю его аккуратненько. Теперь мы боремся за каждый ее корешочек, чтобы орхидея лучше адаптировалась. Все, освободила. И вот здесь чешуйка у основания. Тоже все снимаем, освобождаем. И они еще в процессе роста, потом в будущем, когда здесь корни будут расти, они препятствуют, потому что это же грубая ткань, и сквозь них сложно пробраться. Вот здесь видно, что корешочек, который был, он закуклился. И если бывает такое, что вот в эту чешуйку попадает вода, ну, при опрыскивании, либо там при поливе, также туда попадает, и вот этот корешочек, он может потом дать вообще гнилостный процесс. При поливах нужно быть вообще крайне аккуратным и воду отовсюду собирать. Ну, все как будто бы, по моему мнению, здесь все максимально зачищено. Ну ладно, вот этот корешок еще подстригу. Вот смотрите, отстригла немножко. Вижу, что коричневое. Вот коричневое, даже черное. Вот черная дальше идет. Вот эта вот чернота, вот она, может также прорастать в будущем потом. Все. Срезала до зеленой здоровой ткани. Эта ткань вот такая черная, больная и нездоровая. И обязательно также все эти места, вот даже вот этот корешочек, необходимо обязательно обрабатывать. И если бы я сейчас вообще орхидею убрала в обработку именно с Максимом, ну, когда начинается дальнейший рост и новый корень, в принципе, для вот таких сухих корешочков, да, если даже Максимум вот так что-то здесь поработать, но вреда никакого нет. А когда потом начинает растущий корень и соприкасается с фунгицидом Максим, начинается его торможение, он обжигает корневую. А вот такие биологические препараты нет. И место, где была у меня вот здесь вот, да, чешуечка, мне также необходимо это срезать, потому что сама по себе ткань, которую я сняла от листа, она, ну, не совсем высохшая, немного увлажненная. И в посадке в будущем может также стимулировать, ну, это же живая, да, открытая рана, и не обработав ничем, может начаться обратный эффект той самой грибковости. Видите вот эту пипочку? Вот пипочка я заметила у орхидейки. И вот пипочка. Это места, откуда в будущем начинают расти детки. Они обязательно образуются на стволах у каждой орхидеи. И сейчас вот так вот весь ствол, у меня здесь препарата много, я обильненько все везде промазываю, профилактирую, заодно все предотвращаю. И оставляю до полной просушки.
Можно даже оставить на сутки, но 6 часов обязательно необходимо выдержать, чтобы мне не сделать так, что в посадку пойдет именно не досохшая, мокрая, и не дай бог пойдет гнилостный какой-то процесс. Конечно, вот так посмотреть, у орхидеи, у самой в целом корневая система, ну, по сути, как будто бы нормально, да, она здесь есть, их корней очень много. Вообще такая молодчинка нарастила себе, но они коротенькие. Они до того маленькие, что вот прям посмотрим, что в итоге получится с этой орхидеей. Буквально вот так все конкретно, обильно, мощно я обработала и до полного высыхания самого препарата. Ну, препарат-то ладно, через час у меня уже высыхает, а мне необходимо, чтобы у меня просохла ткань. Это место среза и та чешуйка, которую я сняла. Про какую чешуйку-то я вам говорю? Вот про эту. Видите, у нее или вот эта вот чешуйка засохшая. Вот по ней видно, что она высохшая, все. А это еще не совсем была до конца высохшая. И здесь при снятии образовалась такая живая открытая рана. Обязательно ее купируем. Прошли сутки, и орхидея, она у меня подсохла. Все хорошо, нормально. Ничего с ней не случилось, без грунта. Смотрите, что я вообще думаю по поводу нее. Это две орхидеи одинакового сорта, черная жемчужина. Так можете посмотреть, как цвела у меня данная орхидея. Сейчас она тоже на цветоносе. Вот еще один цветоносик наращивает. Если вы когда-то вдруг увидите в продаже такой сорт, ребят, обязательно берите. Если вы любите постоянных цветунов, и она при этом цветет, ну, всегда пышно. И вот тут подозреваю тоже, что у нее сейчас назревает еще один цветонос. Но цветочек, правда, меленький, но красоты это ее не портит, потому что она темного цвета и вот прям постоянно, смотря и зная этот сорт, кстати, неубиваемая. Фу-фу-фу, конечно, мне не сглазить, но вообще, что бы с ней не было. И смотрю, также она у меня появилась 3 марта 2019 года, почти 3 года назад. Мы с ней вместе. И какие вот орхидеи за это время, ну, не были, да, вот даже когда я за ними не ухаживала, с ней ничего не случилось, дай бог, конечно, очень стойкая, стрессоустойчивая и жизнеспособная абсолютно ко всему. Смотрите, любит она расти. Вот изначально, как я ее посадила, я ее не трогала с марта месяца абсолютно. У нее здесь грунт, в общем, орхиата, серамис. Вижу кокосовые чипсы. Кокосовые, однако, уже потом со временем долаживала. А основа это орхиата и серамис. Но со временем здесь наросли вот эти вот водоросли. Но если водоросли есть, да, и эта орхидея не мешает, значит, можно добавить мох. Сидит в обычной посадке, не закрытая, ничего. Значит, также для этой орхидейки я закрытую систему делать не буду. Потому что, ну, бог ее знает, может она и не водохлеб, она не любит много воды. Она, вот эта вот орхидея, я ее поливаю обычным методом погружения, и ее устраивает все. То есть она переживала и пересушки, она у меня переживала, тоже бывает, порой смотришь на нее, бедная, у тебя корни сморщинились вообще на нет. Бывает такое, что засушу ее конкретно, но при этом орхидея чувствует себя прекрасно, и листы у нее всегда в хорошем виде. Ладно, переходим к пересадке данной орхидейки. В первую очередь, глядя на вообще количество корневой системы, мы должны правильно подобрать для нее горшок. Ни в коем случае при наращивании корневой системы у вас не должны быть вот горшки даже там 2-литровые. Есть такое, что при маленькой корневой усаживают, ну ладно, утрирую, даже если в 0,5 посадить в стакан, из которых орхидеи изначально растут, это будет огромный. Я подобрала вот эти такие стаканчики одноразовые. Хотела вот сюда, но вот прям место, она вот, ну, туго видно, что туго, и здесь будет ей мало места. Также вот такой обычный одноразовый стаканчик, тоже ниже помещаешь, вот она прям вся упирается. И видно, что ей здесь будет некомфортно. По пространству, в принципе, все нормально.
А есть у меня вот такой вот, чем стаканчик мне этот нравится, тем, что внутри идет широко, а внизу идет узко. Вот прям как раз таки для нее, для корневой ее системы. Я изначально думала, что кокосовое волокно укладывать не буду, потому что здесь мало пространства. Но вот сейчас, когда я ее сюда усаживаю, в принципе, есть куда его положить. Вообще я в стандартной, в обычной посадке, не закрытая система, там не двойные горшки, не люблю делать какой-то дренажный уровень. Ну, не знаю. При этом орхидеи у меня тоже растут хорошо. А кокосовое волокно, ребят, в наличии есть, обращайтесь. Чем он понравился мне и понравился моим орхидейкам, тем, что он очень хорошо пропускает воздух между горшком и грунтом. Создает хорошую такую аэрацию, воздушную подушку. И для орхидейки, для такой маленькой, мне нужно прям совсем капулечку, совсем чуть-чуть. Без кокосового волокна, ну, как-то посадка, она уже выглядит даже как будто бы не так. Если у вас его нет, ничего страшного, если вы усадите орхидею просто на кору. Думаю, что тоже орхидея не обидится. Но, ребят, лучше всего использовать хорошую и качественную кору. Магазинной я вообще не доверяю. И сразу же ее сюда усаживаем. Сделала, кстати, на дне вот такие вот отверстия, буквально быстренько перед записью видео. Иголочкой. Можно было, конечно, побольше сделать паяльником, но идти за ним неохота, холодно на улице. И иголкой протыкала над свечой, нагрева. Но думаю, что будет достаточно. Если не будет достаточно таких пространств и вода будет плохо стекать, то, естественно, придется браться за паяльник. У меня орхиата фракции 12-18 миллиметров. В наличии тоже есть, обращайтесь. Можно было бы, конечно, выбрать для нее поменьше, но нету. Почему-то я не привыкла работать с наименьшей фракцией. И, кстати, при посадке вот что. Старайтесь обязательно, чтобы у вас орхидея, чтобы корни ее располагались возле стенок горшка. Это индикатор роста. Если вы усадите орхидею так, что вот если мне ее сейчас даже посадить в середину, ну, предположим, да, такое, усадила, все вокруг засыпала грунтом, а корней-то нет. Знаете, как это страшно и стрёмно не видеть, что вообще, какой процесс у орхидеи внутри. И я вот сейчас всегда стараюсь, пусть даже она сидит где-то сбоку. Главное, чтобы пряменько сидела, а сбоку пусть сидит, ничего страшного. Зато я буду видеть весь процесс, то ли орхидеи хорошо, то ли орхидеи плохо. Беру обязательно сухие грунты. Обязательно, потому что у меня взаимодействие в первую очередь со стволом было, чтобы не провоцировать на какие-то гнилостные процессы. Давайте вот сюда же вот так вот столько насыпала. Сейчас сразу вот в этот уровень, в средний, так скажем, я буду укладывать мох. Мох берите. Ну, берите любой, конечно, но лучше всего хорошенький, такой длинненький, такой, как у меня. У меня в наличии продается сухой мох, тоже длинный, хорошего качества, идеального. А этот был живой, я его заморозила. И вот такими волокнами просто-напросто рядышком по периметру возле корней укладываю. В принципе, мох ей сейчас будет необходим, потому что он очень хорошо держит влагу. Тем более, вот если будет сейчас серединный уровень, и при поливе он хорошо там будет влагу задерживать и корням будет помогать именно в наращивании корневой системы. Корни орхидеи любят воду, ну, конечно, в определенных их количестве. Если воды даете много, загноите. Поэтому здесь нужно быть аккуратненько. Вот так буквально. Немножко проложила. Все. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ну вот, по крайней мере, корешочек один есть по периметру. Вот есть, я вижу, да. Индикаторы роста, они у меня все на виду. Далее также просыпаю орхиаты. На циофлору у меня уже не хватило здесь. Ладно, без нее обойдемся, ничего страшного. Места больше нету для циофлора. Главное, что мох я уложила, и этого будет орхидеи достаточно. Максимально стараюсь ее усадить прямо. Люблю, когда орхидеи сидят прямо. Не люблю, когда они вот так заваливаются во все стороны. Вот так это будет выглядеть.
И здесь вот так тоже. Никакие, ребят, не буду делать здесь отверстия по бокам. Я это, ну, с одной стороны, не всегда приветствую. Есть определенные, конечно, какие-то ситуации, когда необходимо сделать эти отверстия. Конечно, корневую систему ее нужно проветривать, но с другой стороны, они больше любят влагу, именно фаленопсисы. Если вдруг случится такая ситуация, что корневая система начнет портиться, и орхидее будет это не нравиться, я вижу, что грунт увлажненный, и тогда я сделаю отверстия. А сейчас смысла в них абсолютно нет. И сверху, по периметру, по всему я уже закладываю орхидею мхом. Я это делаю для того, чтобы мне внутри грунта влагу ее затормозить. Конечно, это в первую очередь и фильтрующий элемент. Когда вы начинаете давать различные препараты, то в первую очередь мох, он берет все на себя. Посадочку я свою завершила. Вот, все корни я ей постаралась прикрыть самим мхом, и старайтесь, чтобы мох не соприкасался с шеей, потому что в будущем при поливе в первую очередь будет увлажняться мох. Когда он соприкасается с шеей, он его провоцирует на гниль у ствола. Дальнейшие мои действия по поводу этой орхидеи. Конечно же, следующее, что будет, это полив. Опять же, встанет вот на это свое реанимационное окно, она оттуда и пришла. Полив обязательно методом пролива. И, кстати, это будет, ну, можно пролить где-то на следующие сутки с момента пересадки, а в идеале через двое суток. Через двое суток с ней тоже ничего не случится, если я ее, так скажем, оставлю без воды. А все почему? Потому что взаимодействие со стволом было. Корешочек я подрезала, и чтобы это еще очень хорошо затянулось на момент пересадки, лучше всего воду сюда сразу же не лить. Фунгициды на данный момент, ну, в плане лечения, я никаких применять не буду. Первые 2-3 полива я ей обязательно дам Радифарм, потому что это идеальный антистрессовый препарат, который нравится мне и нравится моим орхидейкам. Стоит вам необходимо заметить тот момент, обязательно учитывайте, ребят, корневая система была какая? Воздушная, все верно. И поэтому воздушные корни, их необходимо приручать к воде. Я про это уже миллион раз говорила, но все равно для новичков скажу. Вы же изначально видели, что она просто-напросто сидела на пне. Ни один ее корень не ушел в грунт. И если орхидею начинать, ну, поливать так, как есть, да, как вот мы всегда любим, там погружать, там что-то еще делать, нет. С воздушными корнями такое не прокатит, потому что они в воде не приучены, они не знают, как правильно работать вообще и быть во влажной, в мокрой среде. Поэтому постепенно, по чуть-чуть приучаем. И ровно будет метод пролива до тех пор, пока я не увижу, что корни пошли в рост. Но даже при такой влагоемкой посадке, я думаю, что мне будет всегда достаточно именно пролива до тех пор, пока я ее не пересажу, ну, как будто бы в такой горшок, да, изначально, конечно, с такого маленького в такой большой я не смогу. Следующая посадочка, дай бог, все будет хорошо, это будет где-то примерно в объем 0,5. А уже с объема 0,5 можно будет пересаживать сюда. Полив я обязательно буду ориентировать только лишь вот по этому уровню грунта, то есть по мху. Я водичку здесь сверху наливаю, как только я замечаю, что серединный уровень, именно вот этот мох увлажнился, все. Сейчас я на данный момент не буду стараться увлажнять именно орхиату, я буду увлажнять именно мох. И, конечно, по прошествию времени я буду за ней наблюдать и смотреть, достаточно ли ей такого полива, потому что есть орхидеи, которые питаются именно от грунта. Это я сама вывела, сама к этому пришла вот буквально недавно, да, сколько тоже занимаюсь орхидеями, а оказывается, ну это, конечно, именно вообще реанимационные и больные в плане лечения, восстановления. Про здоровые так не говорю. Когда их усаживаешь, пусть даже гниющая корневая, пусть даже портящая, пусть даже вот такая, как есть сейчас. Когда я начинаю орхидею поливать и ориентироваться на грунт, и при этом у нее корни серые, и при этом она начинает, ну вот, тонус, тургор свой теряет, и все. Казалось бы, вот что тебе надо? У тебя грунт увлажненный, все.
А оказывается, нужно ориентироваться не по грунту, а по состоянию ее корней. Обязательно на этот момент учтите и применяйте тоже на своих орхидеях. Ставлю ее вот на такой поддончик, проливаю, не содержу во влажной, в мокрой среде, почему я вам уже сказала. И, ребят, очень многое, знаете, зависит от самого сорта. Вот посмотрите, каких она все-таки вот... Ну, вам, конечно, вы не знаете всю картину в целом, но вот я скажу, что да, мне, с одной стороны, очень стыдно в плане того, что я ее раньше сюда не усадила. Но, то скажем, показаний к лечению и к операции не было. То же самое, что и у нас, у людей. Замечаю, тургор теряется, все, вот теперь уже я вижу, что тебя нужно лечить, тебя что-то не устраивает. Но какая же она выносливая. Ну не даже 3 года, да, но год вот прожить вот на этих одних воздушных корнях, не имея нормального полива. У нее было только лишь опрыскивание корневой системы. Вообще бесподобная орхидея. И я говорю, что очень много зависит от сорта. Черная жемчужина вот в моей коллекции есть, Хэппи Минха, убиваемые. А есть такие сорта, которые, допустим, Абба, Арекс, насколько я понимаю и правильно говорю, можете мне в комментариях написать, которые вот сорта, они очень красивые. Но по моему мнению, это сорта, которые создали специально для того, чтобы он в итоге умер. Для чего это, конечно, сделано, я не знаю. Глядя на всю их красоту, она у тебя все равно, даже у опытного архимана, она никогда у тебя не выживет и не вырастет. Но есть вот такое, можно сказать, что да, орхидея самоубийца. Их невозможно вырастить вообще. Есть вредные сорта, допустим, там дикий кот, Magic Art, который у меня не приживается, там еще несколько орхидей, которые вредны, и они вот прям, за ними нужен уход какой-то определенный, чуть не долил, чуть перелил, и начинается какая-то бредятина, что-то в этом роде. А эти сорта, ну вот, как бы ты их не убивал, грубо говоря, они будут жить. Ребят, пожелайте обязательно этим орхидейкам вот этой орхидейке поскорейшего восстановления, чтобы у нее все было хорошо. Всем всего самого доброго. Всем пока.